Всем огромнейший привет, меня зовут Настя, и я рада видеть вас у себя на канале. Сегодня я хочу поболтать с вами о всех плюсах и минусах длинных и коротких волос. Расскажу немножко о мифах, которые связаны с короткими волосами, и поделюсь, почему же я обстригла свою длиннющую ниже попы гриву. Оставайтесь со мной, будет весьма занятно. Сегодня у нас будет немного такое болтательное видео. Где-то 5 лет назад, когда только родился мой ребенок, волосы у меня были просто невероятно длиннющие, они были ниже попы. И красила их на втором уровне глубины тона бытовой краской Сьюз. Муж мой был в восторге, ребенок тоже был в восторге, окружающие были немножко в шоке. И да, длинные волосы — это очень красиво, супер женственно и придает какой-то такой определенный свой шарм, особенно если они у тебя очень длинные, то не заметить и не запомнить в толпе тебя просто нереально. Мне, честно говоря, тогда было немного пофиг. Маленьким ребенком особо не походишь с длинными волосами, я все время заплетала то косички, то какие-то гульки, то еще что-то такое необычное придумала у себя на голове. И как-то стрижка, она не входила в мои ближайшие планы, отращивала я, да, отращивала. Я даже немного негативно относилась ко всем этим коротким корешкам, которые тогда только вот начиналась мода на такие ровные, коре ровный срез. В один прекрасный момент я просто задумалась, а почему бы нет? Почему я так негативно отношусь к этой прическе? Что в ней, собственно, такого? Ну и сейчас начнутся минусы, которые я испытывала тогда, имея длиннющую и пышнющую гриву. Думаю, что каждую маму когда-либо посещала мысль обрезать свои волосы и обрезать их покороче, потому что в длинном полотне волос остаются все крошки, все недоеденные печенюшки, срыгнутая каша и вся пыль, фрагменты игрушек, которые везде распространяет ваш ребенок. И не только ребенок, я думаю, если есть у вас домашние животные, то вся кошачья или собачья шерсть скатывается в длинные и распущенные волосы. Если вдруг у меня болела голова или по какой-то причине я просто распускала волосы, мой ребенок сильно любил садиться на них своей пятой точкой и хорошенечко так ерзать, чтобы у мамы началась определенная на это реакция. В концах они спутывались постоянно, и разлепить их было как-то очень уж тяжело. А одеваться — это еще то приключение, когда постоянно волосы попадают то в ваши джинсы, то в вашу молнию, то застревают в бюстгальтеры или лазят в рукав. Поэтому для того, чтобы надеть на себя хоть что-то, супер длиннющие волосы обязательно нужно убирать в хвост или в гулечку, чтобы они вот концы не доставали ни до какой одежды. Вкладывать такую копну волос — это огромный, невероятный труд. Это занимало у меня, от получаса примерно. Если вы просто распускаете свои длиннющие волосы, то они постоянно натыкаются на все дверные ручки. Я помню, что оставляла на дверных ручках клоки своих волос. Также в опасности находились и вся посуда, составленная на столе, какая-то еда, лежащая на краю. То есть все это благополучно сметалось. Если, допустим, я резко поворачивала голову, да, на какой-то звук, там ребенок заплакал или еще что-то, домашние животные или дети могут незаметно взять и пожевать ваши волосы. И не раз я получала когтями вот туда, просто потому что мой хвост болтался, пока я играла с ребенком, и кошка решила, что нужно срочно с ним поиграть. В ветреную погоду лучше завязывать пучок потуже или вообще сидеть дома, потому что вся дорожная пыль, все листья, все ветки с деревьев и все лица прохожих, они останутся вот на вашем полотне волос. Развивающиеся во все стороны локоны легко прилипают к свеженанесенному блеску, это запутываются в накладных или нарощенных ресницах. Но самое страшное и неприятное — это то, что длинные волосы требуют на себя невероятного количества уходовых средств, масок, спреев, кремов различных. Просто полтюбика уходило на мою длину. Краски я боюсь даже считать. Если мне нужно было обновить цвет по всей длине, я покупала 6 коробок краски.
Плюс еще густые, тяжелые волосы очень быстро теряют объем, и для меня это было одной из самых основных проблем, потому что макушка моя имеет такую немного необъемную форму по форме моего лица, по высоте лба мне все время приходилось добавлять сюда объема, так как волосы у меня тяжелые и густые, то форму они очень быстро теряли, буквально в первые пару часов после мытья головы. Да, у коротких волос тоже есть свои минусы. В вашем образе с появлением короткой стрижки появится некая такая мальчишескость. Возможно, у некоторых и пропадает такое вот ощущение уверенности вместе вот с волосами, отпадает. Если стрижка вам очень идет и подчеркивает выгодно ваши какие-то выдающиеся черты лица, то я думаю, что наоборот, это добавит еще больше уверенности к вашему внешнему облику. Что касается шампуня, это миф. Шампуня у меня меньше уходить не стало, так как волосы у меня густые и плотные. А по правильной технологии промывания волос мы моем только кожу головы, а уже пена, которая стекает с кожи головы, моет наши кончики. Шоркать волосы не нужно, лишнего шампуня на длину наносить не нужно, поэтому как бы шампуня у меня уходит столько же. Вот бальзама, да, бальзама уходит гораздо меньше, масок тоже. Также одним таким значимым очень минусом является то, что если ваша стрижка, как, допустим, у меня имеет ровный срез, его нужно регулярно обновлять. Гораздо чаще, чем это делают девушки на длинных волосах. На длинных волосах особо не видно вот эту вот градацию длины, а на коротких очень заметно, когда даже хотя бы немного отрастает волос, уже видно вот эту вот асимметрию небольшую. Также короткая стрижка, она не скрывает каких-то сильных недостатков фигуры. То есть, если у вас, допустим, объемная шея или есть какая-то полнота, длинные волосы скроют это, сделают силуэт более стройным, скроют вашу шею, какие-то торчащие уши или излишне полные пухлые щечки. А вот короткая стрижка, особенно если она вот короче, чем у меня сейчас, да, если это вот каре по подбородок, оно не скроет этих недостатков, а даже скорее наоборот подчеркнет их. Ну, здесь нужно уже как бы смотреть по всем особенностям типа лица и фигуры девушки. Проблемой является то, что короткие волосы постоянно выбиваются из-под шапки. Как бы я их не прятала туда, как бы не пыталась закрутить, куда-то там спрятать под шарф, они постоянно высовываются и торчат вот здесь вот сосульками, что совершенно неприемлемо в холодную погоду. Как вот эти вот передние волосочки, они очень сильно страдают. Еще один крупный минус — это то, что нельзя завязать полноценный хвост. Потому что вот эти вот нижние волосы, они противные, все время будут выбиваться на шею. Даже если вы заколите здесь кучу заколочек, рано или поздно они все равно выскользнут, выпадут. И еще один миф по поводу коротких волос, то с утра обладатели коротких волос встают с вот такой вот причесочкой, то есть волосы торчат в разные стороны, потому что они скатались на подушке. Ну, да, это так, если вы травмируете свои волосы, то есть каждый вечер по правилам ухода нужно подвязывать хотя бы верхнюю часть своих коротеньких волосиков, чтобы они не елозили по подушке, чтобы не терлись, не сбивались в колтуны. Тогда с прической утром будет все ок. И так как вот сейчас в моду входит такая естественность, встал, расчесался и пошел, то на вашей голове будет нечто даже более приятное, более красивое, модное, чем если бы это были длинные волосы. На самом деле достаточно просто перекинуть волосы на другую сторону, и появится такой объем классный. То, что короткие волосы не дают нам разгуляться с прическами, это тоже миф. Причесок на короткие волосы существует просто невероятное множество. Мыть волосы слишком часто, когда они у вас каре, это не обязательно. То есть все идет по мере их загрязнения. Так, допустим, как вот я мыла раз в 3 дня голову с длинными волосами, так я продолжаю мыть раз в 3 дня голову с короткими волосами. И ни капельки не быстрее они у меня грязнятся. И все это зависит на самом деле от ухода и от времени
года. Плюсами, естественно, являются простота в носке, легкость, небольшой расход уходовых средств, безопасность окружающих вас людей. И, конечно же, это долгоиграющий объем. Я думаю, что вы уже поняли, каким моим главным доводом было обрезать мои длиннющие ниже попы волосы. Это, естественно, объем на голове. Буду ли я снова отращивать длиннющие волосы до попы? Нет. В итоге я могу посоветовать вам никогда не бояться меняться. То, что вы так яро отрицаете, возможно, и есть ваше какое-то скрытое внутреннее желание. Главное посмотреть на него немножко с другой стороны. Да. Обязательно оставляйте свои комментарии под видео, какие еще доводы в пользу той или другой прически вы имеете. Мне очень будет интересно их почитать. И вам советую не бояться перемен, рисковать, действовать, и у вас все обязательно получится. Люблю, целую. Всем пока!